Ты, скорее всего, думаешь, что стареешь медленно и равномерно, день за днем, год за годом, как часы, которые тихо отсчитывают секунды. Это ощущение кажется очевидным, но в 2024 году ученые Стэнфордского университета опубликовали исследование, которое разрушает эту картину полностью. Твое тело стареет не плавно, оно стареет рывками. И у этих рывков есть почти точный возраст. Представь, что ты идешь по ровной дороге, и вдруг под тобой проваливается ступенька. Ты не заметил ее заранее. Ты просто оказался ниже, чем был секунду назад. Именно так, судя по данным, работает биологическое старение. Не склон, а лестница с двумя резкими ступенями вниз. Первая ступень находится примерно в 44 года. Вторая — в 60 лет. Исследователи из Стэнфорда наблюдали за 108 взрослыми людьми в возрасте от 25 до 75 лет. Они отслеживали тысячи молекул одновременно: белки, липиды, метаболиты, РНК, микробиом кишечника. Это называется мультиомиксным анализом. Такой подход позволяет видеть не один биологический сигнал, а сразу весь оркестр молекул, которые управляют твоим телом. И когда ученые посмотрели на то, как этот оркестр меняется с возрастом, они увидели не плавную мелодию. Они увидели два резких перелома. Первый перелом происходит около 44 лет. В этот период тело резко меняет то, как оно работает с жирами. Липидный обмен, то есть то, как ты перерабатываешь жиры из еды и как твои клетки используют жир как энергию, перестраивается за относительно короткий срок. Меняется и то, как твое тело справляется с алкоголем. Ферменты, которые его расщепляют, работают иначе. И ты, возможно, уже замечал это на практике, даже не зная причины. Молекулярные маркеры сердечно-сосудистой системы тоже сдвигаются. Состояние кожи и мышечной ткани меняется заметнее, чем в предыдущие годы. Это не про усталость и не про стресс. Это про химию. Твое тело буквально меняет свои настройки. И делает это не потому, что ты плохо спал или плохо ел в последние недели. Это происходит на уровне молекулярных программ, которые запускаются примерно в одно и то же время у большинства людей. Кстати, если тебе нравится такой формат, подпишись на канал и поставь лайк. А теперь вернемся к главному. Здесь есть важный момент, который удивил даже самих исследователей. Изначально ученые предположили, что рывок в 44 года может быть связан с перименопаузой у женщин, то есть с гормональными изменениями, которые предшествуют менопаузе. Это казалось логичным объяснением, но данные показали другое. Тот же молекулярный рывок в районе 44 лет наблюдался и у мужчин. С почти той же интенсивностью. Это означает, что причина не только в гормонах репродуктивной системы. Что-то более глубокое и более универсальное происходит в этом возрасте у людей обоих полов. Второй рывок происходит около 60 лет. Здесь тело перестраивает другие системы. Иммунная регуляция заметно меняется. Способность организма распознавать угрозы и правильно на них реагировать становится менее точной. Меняется обмен углеводов, то есть то, как ты перерабатываешь сахар и крахмал. Исследования показывают, что подобные изменения могут быть связаны с уровнем энергии, риском диабета второго типа и тем, как тело управляет воспалением. Снова, это не накопленная усталость за годы. Это конкретный молекулярный сдвиг, который происходит в относительно короткий промежуток времени. Почему это важно знать именно сейчас? Потому что если старение линейное, то нет особой разницы, когда именно ты начинаешь больше двигаться, лучше есть или следить за давлением. Любой момент одинаково хорош. Но если старение нелинейное, если есть два конкретных окна, когда тело резко меняет свои параметры, то вопрос о том, когда начинать, становится совсем другим. Данные этого исследования говорят о том, что понимание этих пиков биологических изменений может менять подход к профилактике. Не в смысле паники, а в смысле точности. Если тебе около 40, и ты откладываешь визит к врачу, изменение режима питания или физической активности на потом, то ты, возможно, откладываешь это именно к тому моменту, когда твое тело уже начнет перестраиваться без твоего участия. Если тебе уже за 44, это не приговор. Но это информация о том, что перестройка, скорее всего, уже идет, и ее можно поддержать или осложнить своими привычками. Есть еще одна деталь, которая делает это исследование особенно ценным. Оно не говорит тебе «живи правильно, и все будет хорошо». Оно говорит тебе нечто более конкретное. Твое тело работает не как ровный двигатель,
а как система с переключениями. И эти переключения происходят не потому, что ты что-то сделал или не сделал. Они заложены в биологии человека как вида. Задача в том, чтобы знать об этих моментах и встречать их подготовленным. Ты начал этот разговор с ощущением, что стареешь медленно и незаметно. Теперь ты знаешь, что это не совсем так. Где-то внутри твоей биологии уже записаны два адреса 44 и 60. В этих точках тело не просто становится старше, оно становится другим. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и включить колокольчик. И единственный по-настоящему важный вопрос, который остается после этого знания, звучит так. Если ты только что узнал, где находится следующая ступень, что ты сделаешь до того, как окажешься на ней? Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и включить колокольчик. До встречи в новых видео.